Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Виталий. Сегодня я начинаю свой новый цикл уроков английского языка по моей методике грамматики английского языка, которую я изобрел. За 10 минут я вам расскажу начальные основы этой грамматики. И дальше на следующих уроках буду рассказывать другие особенности восприятия английского языка по моей методике. Итак, начнем. В английском языке я рассматриваю три основные глагола, которые определяют, какие есть времена в английском языке. Ну, сразу скажу, что времена такие же, как и в русском языке, это прошедшее, настоящее, теперешнее и будущее. Вот. Но различия между языками английским и русским все-таки есть, так сказать, в их архитектуре. Итак, в английском языке существует три основные глагола. Это to do, to be and to have. Разница с русским в том, что в русском только один глагол основной. Это делать или что делать. То есть, что такое основной глагол? Это когда на основании этого глагола, то есть он является родительским для всех остальных. Как это определяется? Просто задается вопрос, что делать. Допустим, быть, что делать. Идти, что делать. Что делать, иметь. Да? Что делать, там, гулять. Что делать, рисовать. Что делать, читать. То есть глагол «что делать» является основным, а все остальные глаголы в русском языке являются его наследниками или производными от него. В английском немножко по-другому. Не будем вдаваться в подробности, почему это так, но это так исторически сложилось. То есть есть основные три глагола, как я уже говорил, to do, to be, to have. И каждый глагол является, как бы, они самостоятельны, то есть каждый может быть родительским, но только to do имеет, как бы, наследников или производных глаголы от него. Ну, это разные там to back, to go, to, что там еще делать там, to run, ну и так дальше. Ну, любое можно придумать, что есть. А два остальные, to be и to have, они не имеют, как бы, производные от них глаголов и используются только, так сказать, в своем варианте. Но суть надо понять в том, что to be, to have, они не зависят от to do. То есть эти все три глагола самостоятельны. Мы не можем, то есть если я могу сказать what to do, to work, или там what to do, to go, или what to do, to write, то я не могу сказать what to do, to be, или what to do, to have. Это неправильно в английском языке. Они самостоятельные, они на одном уровне. И вот это обстоятельство определяет того, что есть путаница в английском языке, сколько же времен в английском языке. То есть те преподаватели, которые преподают английский язык во всем мире, как в Англии, как в США, так же как и в Украине, России и так дальше, рассказывают как бы стандартную или сложившуюся взгляд на грамматику, что в английском языке там 12 или больше времен. То есть такие как simple, present perfect, present past and future perfect, present past and future, continuous, present past and future и так дальше. Это можно читать и их перемешивание. Так. Present, то есть perfect continuous и так дальше. Future and future, как говорится, past and past, да? Вот. На самом деле я рассматриваю только три варианта, и
какие это либо past, либо present, либо future, зависит в каком, так сказать, времени стоит основной глагол. Он будет единственный. Ну, за исключением там будущее, которое формируется за счет теперешнего, но как бы с использованием наберет, забегая, скажу, там белый shall, это то есть желание и необходимость сделать. Вот. Но используется теперешнее время. В английском языке есть 5 форм глаголов. Вот это past, present и так называемый participle two. Это инговая форма, то есть это продолжающееся какое-то действие. И perfect форма это совершенное, то есть сделанное, уже завершенное что-то. И используется s для третьего лица настоящего времени. Вот. Поэтому важно понимать, что так как конструкция в данном случае английского и русского языка, архитектура, они совершенно разные, ну, опять же говорю, это исторически так сложилось, вот, ясно, разные территории и так дальше, географические расположения, условия, историческое развитие. Поэтому на английском языке нельзя думать так, как думают на русском языке, а на русском языке нельзя так думать, как и на английском. Соответственно, если вы говорите на английском языке, вы должны думать в архитектуре, скажем, или в культуре английского языка. Вот почему важно, очень важно, что каждый язык несет культуру того народа, где он сформировался. Поэтому очень важно для любой национальности поддерживать свой язык. И вот в русском языке думают так, как это сложилось среди русскоязычных. Вот. Давайте дальше проведем сравнение. То есть, если в русском языке делать основной глагол, он будет использоваться для любого, для того, что когда вы расскажете какое-то действие, делается либо состояние, либо, допустим, человек что-то имеет. Все равно используется глагол основной делать или его производные. В английском языке это уже совершенно разные вещи. То есть, если я хочу сообщить о каком-то действии, что я что-то делал, то это будет action, действие, action на английском языке, и буду использовать to do и его производные. Если я хочу проинформировать, сообщить предложение какой-то статус, состояние чего-то, кого-то и так дальше, то я буду использовать to be как основной глагол. А если я хочу сообщить информацию или просто, так сказать, передать информацию, что кто-то что-то, неважно где, что-то имеет, то есть наличие, то это будет possession, это и есть наличие. Вот. Еще раз, значит, разница вот в этом. И, пожалуйста, вот примеры. Ну, на русском я не буду, тут понятно, что я работаю, я вот, работал, есть студент, я имею книжку. Это все, так сказать, как бы используется один глагол, производный от делать или даже сам делать. Вот, например, я имею книжку, но по-русски неправильно будет сказать, я имею работу выполненную. Ну, то есть, это можно, конечно, сказать, что поймут, но это неправильно по грамматике русского языка. Правильно будет, то есть это будет выражение, то, что вы думаете на каком-то другом языке, вот то просто тупо переводите. А по-русски будет, я уже выполнил эту работу, да. Вот. А на английском, вот примеры. С действиями action, это I worked, ну, то есть настоящее прошлое, прошедшее время. Для информирования статуса это I am student или he is going, they were doing. Ну вот дальше я потом поясню, почему это все-таки, допустим, he is going, это не будущее, а настоящее время. И they were doing, ну, понятно, это прошедшее. И I have a book, и I had, или даже I have done the work. В данном случае had это действительно прошлое, а I have done the work это не прошлое, это настоящее время. Вот опять же в последующих уроках я поясню, почему это так. Для чего это? Данное объяснение грамматики, использование
основных глаголов поясняет быстрое понимание и освоение, как используют английский язык, как это делают англичане. То есть для них важен момент определить, либо это они говорят об экшенах, о действиях, о каком-то статусе или о том, что они имеют. Вот, допустим, традиционно такое в играх, допустим, даже если в жизни, конечно, было вот в армии, когда там кто-то там по рации, там командир и все, или, допустим, к тому же командиру, или где-то там между собой они сообщают, report your status. Вот. Наглядно, показательно вот на английском, report your status, сообщи о своем статусе. Они не говорят I go, да, или там I am, ну вот, I am можно, I am going, да, я вот иду. То есть обязательно должен быть основным глаголом to be, который и сообщает о статусе. Вот если он скажет I am going или там I am okay, это соответствует ответу на вопрос report your status, report your status или просто там I okay тоже. Это вопрос сразу же слышится, что сообщи статус. То же самое про possessions, то есть наличие чего-то. I have a book, это понятно, вот, поэтому, что я имею эту книгу, мы не можем там как-то, используя какой-то action, сообщить, что мы имеем. Это именно этот глагол сообщает о наличии его. Вот. Ну вот пока что все на данный момент. Основное еще раз подчеркну. Есть три основных глагола, по которым определяются времена, которых всего три в английском языке. И каждый из этих глаголов может быть как в прошедшем, как в настоящем, так и в будущем времени. Все остальные слова, глаголы или какие-то там имена существительные и дальше, которые при время встречаются, они никак уже не влияют на времена или вот время, которое согласно основному глаголу. Все определяется по основному глаголу. А как дальше согласуются вот эти все другие слова, которые используются в предложении, я поясню в следующих уроках. Спасибо за просмотр и до встречи.